мои дорогие подписчики и зрители моего канала. В этом видео вместе с вами мы будем вязать носки с пяткой стронг. У меня нет мастер-класса такого на моем канале, я решила снять. Итак, носки на размер 38-39, длина стопы, давайте я сейчас сразу скажу. Вот если считать, ну, где-то вот 23-24 сантиметра, но по ширине носки они где-то на стопу, вот сейчас 10 сантиметров, но где-то 24-26 сантиметров на обхват стопы. По длине всегда носки можно связать больше, это где-то от 37-38 размера до 40-41 вы спокойно можете вязать. Носки вяжутся сверху вниз до мыска. Видео я подробно рассказала, сколько петель набирать. Теперь давайте, из чего я вязала. Вязала я из двух видов пряж. Это Alize и Artisan. Это носочный, Alize и Artisan и Siam Regina. Это носочная пряжа. Можете другую носочную пряжу взять, у которой метраж 100 грамм, 420 метров. У нее именно Artisan 75% шерсть и 25 полиамид. Где-то тут написано, вот, наверное. Так, 75 шерсть и 25 полиамид. Кстати, у Регины состав тот же самый вообще-то. Да, 75 шерсть и 25 полиамид. 100 грамм, 420 метров. Можете брать с таким метражом пряжу. Почему носочная? Вы с носочной пряжей будете носить очень долго носки, они у вас не порвутся. Не так, как с обычной шерстью вы будете носить всего лишь неделю носки, да, и они протрутся. Я перешла полностью на носочную пряжу после того, когда я одни носки носила аж 2 года. Поэтому смело берите, пробуйте. Да, нитка тонкая, и к ней надо привыкнуть. Пряжу можно купить в интернет-магазине пряжа.су. И у меня для вас приятная новость. Сейчас мой промокод Оксана41, он действует на все позиции. Раньше не на все позиции действовал, сейчас на все позиции. Так, это у меня цвет, ну, я думаю, цвет вы можете сами выбрать, 798, а это 93 15 75. Это Siam, да, это Alize Artisan. Стирала можно в стиральной машине и те носки. Я стираю в стиральной машине на режиме шерсть, 800 оборотов. Сушу на блокаторах. Спицы я привыкла вязать на Magic Loop, на леске спицами. Можно взять чулочные спицы, это не принципиально. Дальше давайте покажу. Итак, начинать будем вязать носок от резиночки. Здесь у нас идет резинка, она так 2,5 сантиметра вяжется резинка. Потом переходим на вот такой вот узорчик. Здесь идет 3 лицевые, 1 изнаночная, но в одном ряду изнаночной вяжется лицевой петлей, следующим изнаночной, и получается вот такая вот дорожка из риса. Все, до пятки мы вяжем, ну, примерно 9 сантиметров от начала. Дальше начинаем вывязывать вот такую вот пяточку. Вот она, пятка, она расходится, здесь вяжется как бы треугольная. Далее мы начинаем закрывать петли по пятке. Вяжем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот эта вся полоса, это закрытие петель. Все. Когда мы закроем эти все петли, да, вот эта подошва выходит. По подошве мы начинаем вот с этого момента вот вязать в круговую. В круговую дальше мы вяжем до мысочка, ну, где-то 10-11 сантиметров, все зависит от вашей стопы. И начинаем заканчивать мысок. В этом мастер-классе мысок мы иглой не будем сшивать. Так, ну вот 5 сантиметров мысок. Здесь у меня мысок вот такой, и он вот
Он не закрыт иглой у меня. Вот так он сделан. Вот мысочек. Вот так сложено, видите. Все, я рассказала, да. Вот давайте поближе. Вот эти еще носки покажу, да. С Siam Regina. Тоже очень классная пряжа. Мне она понравилась. Здорово как бы смотрится и вяжется приятно. И как будто она поплотнее, чем Alize. Ну, это смотрите, выбирайте сами. Может, у вас есть в наличии пряжи. Можно любую пряжу, говорю, которая 100 грамм 420 метров. Все, теперь давайте начинаем вязать. Здесь просто резинка, смотрите, из Regina. Лучше. Красиво смотрится. А здесь похуже резиночка смотрится, видите? Все, начинаем вязать. Набираем 61 петлю. Итак, берем ниточку. Берем вот сколько нам надо, чтобы набрать 61 петлю. Так, на 2 пальца. Спицы складываем 2 вместе, делаем первую петлю. И далее набираем, как обычно, 61 петлю. Так, смотрите, 61 петлю я набрала, 1 петля для замыкания в круг. Вытягиваем спицу. И вот, чтобы никуда ничего петли не перекрутились, выталкиваем с одной стороны леску и вытягиваем. И со второй стороны тоже вот так. Ну, в нескольких местах вытягиваем леску. Так, вытянули. Смотрим, чтобы не перекрутилось ничего. Вот у нас. Итак. И теперь надо нам замкнуть в круг. Мы с левой спицы снимаем на правую 1 петлю, подхватываем с правой стороны петлю и протягиваем вот эту петельку, которую пересняли. И затягиваем с 2 сторон, вот так тянем. Все, теперь у нас на спицах 60 петель. Отмечаем начало ряда маркером. Берем маркер какой-нибудь, ставим и вяжем резинку. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я вяжу здесь классикой обычно резинку. Лицевая, у нас спица закончилась. Переворачиваем вязание. Как вы помните, мы закончили лицевой, у вас может быть изнаночная. Подтягиваем все хорошо, вытягиваем вторую спицу и вяжем дальше, продолжаем по узору. Мы как бы на две части разделили полотно. Провязываем изнаночная, лицевая. Резинка 1 на 1 у меня 10 рядов. Я думаю, здесь понятно, да? Вяжем самостоятельно 10 рядов резинки, 1 лицевая, 1 изнаночная. Если вы новичок, то над лицевой вяжем лицевые, над изнаночной вяжем изнаночные. Итак, смотрите, 10 рядов резинки 1 на 1 я провязала, 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот он у нас маркер, да, начало ряда. Далее мы переходим на резинку, на узор 3 лицевые, 1 изнаночная идет, но не просто 3 лицевые, 1 изнаночная. Вяжется так. Смотрите, один ряд мы вяжем только лицевыми петлями, а следующий ряд вяжем 3 лицевые, 1 изнаночная. Но смотрите, вот он начало ряда, да, у нас здесь петли, здесь и здесь идут. Сначала мы должны, я вытягиваю леску и здесь вытягиваю. Вот он начало ряда и отсчитываю 27 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 петель я
отсчитала. Это у нас будет подошва и пятка, а с этой стороны у нас будет верхняя часть носка. Барсик, убери лапки, а? Ты зачем лапы сюда положил? Прям в кадр. Все, вот у нас начало ряда, где идет веревочка, нитка. Вот она, начало ряда. Этот ряд вяжем лицевыми петлями. Все петли у нас лицевые. Так вот провязываем весь ряд лицевыми. Все, я довязала ряд лицевыми петлями. Теперь следующий ряд вяжем 3 лицевые, 1 изнаночная. Смотрите, внимательно, вот идут лицевые, лицевая петля, да, изнаночная и лицевая. Вот эти 3 петли, они должны быть лицевыми. Вот провязываем. Вот видите, лицевая идет петля. Вяжем 3 лицевые, а вот здесь изнаночная. Снова 3 лицевые, изнаночная. И так вяжем по кругу. 3 лицевые, 1 изнаночная. Где 27 петель, да, вот эта подошва, у нас начинается 3 лицевые и вот заканчивается 3 лицевыми. Вот эта часть подошвы идет, вот начинается 3 лицевые и заканчивается 3 лицевые. Но продолжаем мы с 1 изнаночной по узору. Здесь у нас идет изнаночная, 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые. Отдай, Барсик. Так, 3 лицевые. И в конце вот ряда у нас будет 1 изнаночная. Это у нас верхняя часть носка. Она так будет до конца у нас вязаться. И вот я заканчиваю ряд. 3 лицевые, изнаночная. Это мы уже провязали, получается, после резинки 2 ряда узора, 3 лицевых, 1 изнаночная. Третий ряд этого узора вяжется снова все петли лицевые по кругу. Вот 3, все лицевые. И так мы вяжем 25 рядов. Ну, либо нужную вам высоту паглинка, как вам больше нравится. Я провязываю вот 1 ряд лицевыми петлями, следующий ряд я буду вязать 3 лицевые, 1 изнаночная. Поначалу, да, может быть, вам не видно будет, но вот смотрите, оно уже вырисовывается. Вот здесь будут лицевые, а вот здесь вот будет идти узор. Я сейчас вам покажу, наверное, на готовом носке, чтобы вы видели наглядно, да, что должно быть у нас. Я думаю, запомнили, да? 3 лицевые, ой, все лицевые, а потом... Так, все, вот так вот вяжем, да? Вот что у нас получается. Смотрите, вот так на готовом носке, видите, вот здесь вот такая вот резиночка идет. Сначала идет 1 на 1 резинка, далее вот уходит вот эта лицевая петля и это. Вот 3 лицевые. А вот здесь, видите, изнаночные идут. Если не хотите вязать вот так, чтобы было, да, как типа рис, то можете вязать вот эти петли изнаночные. Тоже будет очень хорошо смотреться. Вот 3 лицевые, 1 изнаночная. Если не боитесь запутаться, когда вы что вязали. Все, вяжем так до пяточки. Вот начало пятки. Вот здесь у меня 25 рядов от резинки. Провязано 25 рядов, далее будем вывязывать пятку. Так, смотрите, я провязала 25 рядов, вот у нас что получилось вместе с вами, да?
И смотрите, вот они 27 петель, да, это которая у нас подошва. И будем вязать пятку. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорожек из 3 лицевых петель. Теперь мы 1, 2, 3, 1, 2, 3 и вот центральную дорожку выделяем одну лицевую петлю здесь. Вот эту одну лицевую выделяем. Это у нас получается 13 петель с одной стороны, одну лицевую выделили и 13 петель с другой стороны. Будем вывязывать пятку. Вот здесь у нас идут 3 лицевые и 1 посередине. Будем прибавлять петли на пяточку, чтобы вывязать вот этот вот треугольник. Петли я прибавляю, когда провязываю вот здесь между дорожек изнаночную, потому что это как бы лицевой у нас ряд. Все, начинаем прибавлять петли. Петли прибавлять через один ряд. Вот у нас начало ряда, я ориентируюсь по нитке. Здесь вяжем по узору 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. И вот мы дошли до 3 центральных лицевых. Смотрите, мы провязываем лицевая, далее протяжку, вот эту перемычку поднимаем и за переднюю стенку, так маркер мешает, и за переднюю стенку, вот мы подняли, да, вот так поддеваем, чтобы была скрещенная лицевая петля, и провязываем лицевой. Вот скрещенная лицевая петля, провязали, 1 лицевая, далее вот эту перемычку вот так вот одеваем, чтобы она перед, видите, работой была, а провязываем лицевую за заднюю стенку, чтобы она была вот лицевая скрещенная с наклоном влево. Прибавили петли, лицевая. Все, вот здесь у нас идут прибавления, да. Я верну сейчас маркер, чтобы не забыть, что у нас вот здесь 1 это центральная петля. И далее вяжем по кругу. Изнаночная, три лицевые. Далее вяжем снова по кругу, делаем прибавление через один ряд. Когда я вяжу здесь вот изнаночную петлю, то я прибавляю петлю на пятку, вернее 2 петли с 2 сторон. Так, здесь сейчас тоже я провяжу по узору. Это верх носка у нас будет. Здесь все вяжется по узору. Довязала ряд. Следующий ряд у нас идет все петли лицевые. В этом ряду мы не прибавляем петли, а все провязываем их лицевыми. Также продолжаем узор. Петли, что мы прибавили, тоже идут лицевыми. Вот видите, мы дошли, да? Вот они у нас петли, которые мы добавляли. Здесь тоже все провязываем лицевыми. Вот таким вот образом. И довязываем ряд до конца лицевыми петлями. Вот довязали, да, одну спицу, перевернули вязание, вытянули спицу. Ну, может быть, вы на 5 спицах вяжете, то там тоже переходите с одной на другую спицу, а здесь просто вот провязывайте лицевыми. Так, я довязала лицевой ряд, далее снова делаем прибавление. Снова также начинаем вязать 3 лицевые изнаночные. Вот изнаночная, 3 лицевые изнаночные, 3 лицевые изнаночные, изнаночные. И где мы прибавляем петли? Смотрите, сейчас у нас после прибавки 1, 2, 3, 4, 5 петель. Я прибавки делаю после одной лицевой. Смотрите, 1 лицевая
И снова прибавляю петлю, как я вам показала. Поднимаю протяжку и за переднюю стенку провязываю лицевой скрещенный. Провязала. Здесь у нас идут 1, 2, 3 лицевые. И смотрите, вот одна лицевая, да, вот тут уже изнаночная будет. Вот перед вот этой одной лицевой снова делаю прибавку. Поднимаю вот таким вот образом перемычку и за заднюю стенку провязываю лицевой скрещенной. Все, одна лицевая и далее идет узор изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые. Вот так мы делаем прибавление через один ряд. В следующем ряду у нас вяжем мы по кругу лицевые петли. И вот у нас здесь вот треугольник образуется. Это у нас пятка. Прибавки делаем вот одна лицевая, и вот после этой одной лицевой делаем прибавление. Пока между вот этими лицевыми у нас вот здесь не будет 27 петель. Вот смотрите на вот этой пятке, вот. Это одна лицевая, вот она идет. А вот здесь вот делаются прибавки. Пока между вот лицевыми у нас не будет 27 петель. Все, вяжем самостоятельно, делаем прибавление через один ряд. Когда вяжем по кругу лицевыми петлями, мы не делаем прибавление. Когда вяжем изнаночные петли между 3 лицевыми, то делаем прибавку. Все, вяжем, пока между вот этими лицевыми не будет 27 петель. Так, смотрите, я сделала прибавление, вот что у меня получилось между вот этими лицевыми петлями. Теперь у меня вот здесь 27 петель. Если с крайними петлями считать, то 29 петель. Вот изнаночная, изнаночная, между ними 29 петель. Теперь мы будем делать убавки по пятке. Берем маркеры, вот он наш маркер, да, который выделял центральную петлю. Здесь вот 3 петли. Мы должны теперь вот здесь выделить также центральные 3 петли. Вот центральная, и от нее вот одна петля. И вот 3 петли центральные. Вот. Как здесь было 3 петли, и здесь 3 петли. Теперь мы будем убавлять. Начало ряда, как всегда, у нас где ниточка, здесь у нас подошва теперь будет вязаться лицевыми петлями. Пока мы начинаем вязать по узору, здесь 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная. И теперь здесь у нас идут уже лицевые петли. Вяжем лицевыми до маркера. Дошли до маркера, провязываем лицевую, перекидываем маркер, провязываем 2 лицевые петли. Далее вот стенка петли перед работой, мы ее разворачиваем, чтобы стенка петли была за работой. Убираем маркер, следующую петлю разворачиваем, чтобы стенка петли была за работой, и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Провязали и захватываем следующую петлю, провязываем ее лицевой, провязали и разворачиваем вязание. Снимаем первую петлю, провязываем 2 изнаночных, 1, 2, снимаем петлю, чтобы снять маркер. Вот убираем маркер, одеваем обратно петлю, провязываем 2 вместе изнаночных за переднюю стенку. И следующую петлю тоже провязываем изнаночной. Все хорошо подтягиваем и снова разворачиваем вязание. Первую петлю снова мы снимаем
и вяжем лицевыми петлями. Вот 3 лицевые здесь петли идут. И делаем убавление. Вот здесь сразу видно вот такой вот большой промежуток, значит здесь идет убавка. Вот эти 2 петли, значит надо провязать вот так вместе. Но смотрим, с какой стороны стенка петли. Если мы вот так провяжем, вот, то будет вот эта стенка, ну, не очень хорошо смотреться. Поэтому мы разворачиваем вот эту стенку петли за работой, одеваем. Вот он наш промежуток. Мы провязываем 2 петли вместе лицевой. И следующую петлю мы тоже провязываем лицевой. Снова разворачиваем вязание. Первую петлю также мы снимаем, хорошенечко подтягиваем и вяжем изнаночными петлями. И снова до промежутка, да? Вот, довязали, вот он наш промежуток. Мы провязываем 2 петли вместе изнаночных. И следующую захватом петлю тоже провязываем изнаночной. Все, снова разворачиваемся, развернулись, снова также первую петлю снимаем, вяжем лицевыми петлями, и где мы доходим, видим промежуток, там надо провязать 2 петли вместе. Вот, дошли, снимаем, вот эту разворачиваем в сторону, провязываем 2 петли вместе. И следующую тоже захватываем лицевой. Снова разворачиваемся и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Вот дошли мы. Вот наш большой промежуток. Мы провязываем 2 петли вместе изнаночных. И следующую петлю снова захватываем, вяжем изнаночную. И так мы делаем убавки, пока мы не провяжем все вот эти петли, пока они у нас не закончатся. Вот. Мы так делаем убавление до конца, пока они не закончатся. Вот, убавляем. Здесь провязываем 2 вместе, лицевая. И разворачиваемся, вяжем обратно. Я думаю, здесь, да, понятно уже, как это провязывается. И можно самостоятельно довязать пока вот эту часть. Вот 2 вместе изнаночных. И не забываем захватывать еще одну петлю. И хорошенечко здесь подтягиваем, чтобы у вас не было дырочек, чтобы потуже было. Ну, не совсем до фанатизма, конечно, но чтобы было туго. Итак, смотрите, вот что у нас получилось. Видите, вот здесь убавочки, вот пяточка образуется. Итак, делаем такие убавления и встретимся, когда провяжем вот здесь 2 петли вместе. Я покажу, что здесь надо будет сделать. Все, вяжем туда-сюда и делаем убавление. Так, смотрите, я сделала все убавления. Вот что получилось. Осталось сделать одну убавку здесь и здесь. Но почему на этом моменте я хочу остановиться? Потому что здесь надо сделать, смотрите как. Вот последние вот 2 петли, да, мы провязываем 2 вместе лицевые. Вот 2 вместе лицевые провязываем. Вот так. Но у нас вот здесь еще 2 вместе надо провязать, поэтому мы еще раз должны развернуться и вот здесь петлю, сейчас протолкну, вот эту петлю, вот которую мы провязали, мы снимаем на правую спицу и перекидываем вот таким вот образом через нее, чтобы получилась вот такая вот двойная петля. Перекидываем и дальше вяжем
изнаночными петлями. Потому что потом, когда мы будем переходить на круг, сейчас по кругу будем вязать, чтобы там не было дырочки. Вот довязываем сейчас еще 2 петли в конце. Вот 2 последние петли мы провязываем, 2 петли вместе изнаночных, разворачиваем вязание. И если вы вот здесь сейчас посчитаете петли вот здесь, то у нас 27 петель, как и вот подошва, да, вот у нас должна быть 27 петель, к 27 петлям мы и пришли. Как начинали 27, так сейчас 27. Теперь мы вяжем по кругу до мыска. И вот здесь снова мы снимаем вот эту петлю первую, перекидываем, чтобы она вот такая двойная получилась, и вяжем лицевыми. Теперь вот здесь снова у нас 27 петель будет лицевых. Это подошва носочка будет. И вверх носка будем вязать по узору. Сейчас я покажу, как провязать двойные петли. Вот она, двойная петля. Спереди вот так захожу. Целиком, вот, смотрите, ввожу спицу. И провязываем все вместе. Провязал. Все. Переходим на круговое вязание. Итак, провязываем. Так, у меня сейчас. Так, я пересняла, но этого делать не надо. У меня поломалась леска просто. Уже вторая леска в этом году у Чиагу у меня вот. Она просто отрывается. Ненадежные лески у спиц Чиагу. Все. Сломалась. Теперь надо леску покупать. Так, переходим на круговое вязание. У меня пока пусть будет так. Сейчас я другие спицы взяла. Вот такие вот тоже круговые. Буду вязать ими. Так, здесь мы вяжем по узору. Смотрите, что здесь у нас идет изнаночная 3 лицевых. Вот идет изнаночная. Здесь идет по узору у нас 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых. Все, мы довязали до начала ряда. Вот у нас начало ряда, оно так снова у нас здесь и становится, где ниточка. И теперь покажу, как провязать двойную петлю. Да? У нас здесь двойная петля. Вот двойная петля, вот она. Мы просто спереди заходим. Вот так. И провязываем все вместе, лицевой, все. Вот, и снимаем. И хорошенечко затягиваем. Все, далее здесь у нас 27 лицевых, это петли подошвы. И 33 лицевых, это верх носка. Мы пришли снова к 60 петлям, как у нас и было. Можете посчитать. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Все. У нас теперь снова на спицах вот здесь 60 петель. Все. Мы пришли к 60 петлям. И далее мы вяжем по кругу до мыска. Все. Здесь соблюдаем узор. Да, вот носок. Вот здесь до мыска я вяжу. Так, сейчас посмотрю, сколько я рядов вязала. По-моему, 40. Да.
40 рядов вот я провязала до мысочка, потом будем убавлять петли на мысок. Мысок я не закрывала иглой этот раз, а довязывала. Вот так он красиво получился, на ноге тоже очень хорошо смотрится. Все, вяжем 40 рядов по кругу, по узору и будем закрывать мысок. Если у вас длиннее нога, да, стопа, в принципе, по обхвату стопы на любой размер, мне кажется, 60 петель подходит, потому что носок очень хорошо тянется. А длина может быть разная, да, вот у меня, например, где-то 38-39 этот носок, поэтому вот эту часть мы вяжем до начала мизинчика. Но смотрите, пальцы у вас длинные или нет. Сейчас я возьму сантиметровую ленту, я не помню, где она у меня, и вам померю, сколько здесь сантиметров у нас мысочек. Но я думаю, где-то сантиметра 4-5. Поэтому вот этот размер вы учитываете. Так, чтобы от пяточки вот до сюда было, ну, где-то 20 сантиметров, если у вас стопа 24 сантиметра, да, а дальше уже будет мысок. Все, вяжем самостоятельно до мыска. Итак, смотрите, вот я провязала 40 рядов, сантиметровую ленту я не нашла после переезда. Но в начале видео я это все померю и вам расскажу все размеры. Так, провязала я до мыска 40 рядов. Далее, смотрите, у нас здесь 27 петель, да, начало ряда. По верхней части больше петель, чем по нижней. Поэтому нам с верхней части вот эту по одной петле изнаночной мы перекидываем на подошву для убавления петель. Так вот, одна петля здесь переносится. И вот здесь тоже вот эта одна петля. Вот она, последняя. Она переносится. Теперь у нас 29 петель получается подошва. Вот здесь. Так, здесь было 31 петля, верхняя часть. И начинаем делать убавление. Снова через один ряд делаем убавки. Провязываем лицевая и 2 петли вместе. Но надо развернуть петли. Вот она, правая стенка петли перед работой. Мы ее разворачиваем. Одну и вторую, чтобы правая стенка петли была за работой. И провязаны 2 петли вместе с наклоном влево. Вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Теперь мы будем вязать только лицевыми петлями по верхней части и по подошве. Так, вот осталось 3 петли. Вот они, вот она, правая стенка петли перед работой. Поэтому мы захватываем вот так спереди 2 петли, провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо и лицевая. Все, с этой стороны убавку сделали. На верхней части делаем убавление точно так же. Вяжем только лицевыми. Вяжем лицевая петля. Правая стенка петли, видите, перед работой мы ее разворачиваем 2 петли, чтобы за работой провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку. Вот. И получается 2 петли вместе с наклоном влево. Далее все петли вяжем лицевыми и не довязываем 3 петли. Вот довязала, провязан, видите, правая стенка петли перед работой, поэтому мы просто 2 петли вместе и за переднюю стенку провязываем с наклоном вот вправо и лицевая петля. Все, это у нас начало ряда, вот он, ниточка. Следующий ряд вяжем все петли лицевыми. А убавки делаем через один ряд. Здесь просто вяжется весь ряд лицевыми по кругу.
Повторяем 2 этих ряда. Один ряд с убавками, один ряд без убавок. Вот провязали лицевой ряд, снова вяжем с убавками, провязываем лицевую, правую стенку петли разворачиваем, чтобы она была за работой, провязываем 2 петли вместе с наклоном влево и снова также вяжем лицевыми петлями, не довязываем 3 петли и провязываем снова 2 петли вместе и 1 лицевая. Так, сейчас вот покажу еще раз. Вот мы 3 петли, правая стенка петли перед работой, поэтому мы провязываем за переднюю стенку петли 2 петли вместе и лицевая. Все. По верхней части то же самое. Снова делаем убавление. А следующий ряд уже лицевой. Я думаю, здесь уже понятно, да? Вот она. Правая стенка перед работой. Мы ее разворачиваем за работу и за заднюю стенку провязываем 2 петли вместе, чтобы они были с наклоном влево. И так мы вяжем и делаем убавление через один ряд. Пока на подошве у нас не останется 11 петель, а по верхней части 13 петель. Сейчас я довяжу, сделаю убавление и вам покажу. Так, вот правая стенка петли перед работой, 2 петли вместе провязаны с наклоном вправо, лицевая. Так, смотрите, это верхняя часть подошвы. Здесь должно остаться 13 петель после убавок, а здесь 11 петель. Все, убавляем, а потом я вам покажу, что мы делаем дальше. Так, смотрите, я сделала убавление. Здесь у меня вот на верхней части носка 13 петель. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. На нижней части 11, всего 24 петли. Далее 2 ряда будем вязать по 2 петли вместе. И вяжем по 2 петли вместе. Правая стенка петли перед работой. И провязываем 2 вместе. И подтягиваем хорошо петли. Вот провязали по 2 петли вместе. Одна петля у нас здесь вот, видите, осталась. Мы ее переносим на вторую сторону. Перенесли. И с этой стороны также провязываем все петли по 2 петли вместе. Один ряд по 2 петли вместе провязали, и второй ряд снова мы вяжем. Мы не провязываем лицевой ряд, а сразу вяжем по 2 петли вместе. Вместе, 2 вместе. Подтягиваем, вот эту одну петлю снова переносим, чтобы было все у нас попарно. И здесь все петли также довязываем по 2 вместе. И подтягиваем хорошенько. Все, провязали все петли по 2 вместе. У нас получилось 6 петель осталось. Отрезаем нить, берем иголочку и стягиваем эти 6 петель. Вот сначала вот эти 2 петли снимаем. Также снимаем за переднюю стенку, как
мы и вязали. Вот одну петлю, вторую. Подтягиваем. И вот с этой стороны тоже теперь снимаем 4 петли. Раз, два, три, 4. Все. Вот здесь подтянем, чтобы вот эта петля затянулась. И затягиваем. И еще раз проходимся вот по этим петлям, по кругу, чтобы у нас ничего не распустилось. Так, прошли, да? Вот. Далее. Вот так у нас закрытие. Внутрь вводим иглу. Вытягиваем с этой стороны. И нам надо зафиксировать нитку. Ну, как мы делаем? Как всегда. Узелочек. Вот видите, вот этот. И в него иголку. И так несколько раз. Вот все затянули. Ну и здесь где-нибудь прячем ниточку. Все. Так прячем. Отрезаем. Я хвостик оставляю. И все. Носочки у нас получаются готовы. Вот такое вот закрытие получилось. Мыска. Вот такое вот закрытие по передней части носка. Далее мы идем стирать. Стираем с теплой водички. Вот все. Вот эту ниточку тоже прячем. И все, носочки наши готовы. Жду ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.